Готовим торт сакура. Для начала мы подготавливаем мак. Хорошо его промываем в нескольких водах, а затем заливаем стаканом воды. Варим 40-50 минут, постоянно помешивая. При необходимости доливаем немножко водички. Затем выключаем, охлаждаем. Добавляем сахар, перетираем с маком, затем добавляем сливочное масло, также перетираем блендером, а в конце яйцо. Доводим все до однородной массы и ставим в холодильник. На домашнюю маковую начинку я делаю за день до приготовления торта. Но если вы хотите, можно купить готовую маковую начинку в банках. Тесто для этого торта несложное, но тоже его делаю за день. Оно песочное, вкусное, нежное. Нужно всего лишь просеять муку, добавить туда разрыхлитель и соль, все перемешать и натереть туда сливочное масло. Все перемешать в крошку. А в отдельной емкости подготавливаем жидкую часть теста. Отделяем желтки от белков и в желтки добавляем сметану. Перемешиваем и вводим в наше тесто. Долго мешать тесто не надо до объединения всех ингредиентов. Как только тесто собралось в ком, делим его на 6 одинаковых частей – колобков. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник. Хочу сказать, что крем в этом торте очень необычный и вкусный. Для этого мы берем сметану и сахар, все перемешиваем и самое интересное ставим на плиту. На среднем огне, можно даже сказать медленном, доводим до кипения. И в этот момент мы будем всыпать желе, пакет желе, это 70-80 грамм. А затем мы его увариваем примерно 5 минут. На маленьком огне, постоянно помешивая. Затем снимаем с огня, охлаждаем. Затем мы крем охлаждаем и добавляем сюда сливочное масло комнатной температуры. Вначале взбиваем сливочное масло, а потом по одной ложке столовой добавляем крем. Так крем у нас получится однородный и не расслоится. Получается целый тазик такого розового вкусного вишневого крема. Белки взбиваем с сахаром или сахарной пудрой в устойчивую пену, добавляем крахмал и перемешиваем. Теперь переходим к самим коржам. Достаем из холодильника наши колобочки, раскатываем в прямоугольник. Выкладываем форму, застеленной пергаментной бумагой. Духовку в этот момент мы уже включаем.
Итак, один корж будем делать с маковой начинкой, поэтому выкладываем начинку на наш корж, распределяем. Раскатываем второй колобок и накрываем. Слегка придавливая по бокам. Обязательно прокалываем. Выпекаем в духовке 180 градусов до золотистого цвета. Готовим два других коржа. Для этого точно так же раскатываем тесто в пласт, выкладываем половину белковой массы с крахмалом, а сверху часть вишни без косточки. Закрываем вторым пластом, слегка придавливая по концам и, конечно, протыкаем вилкой. Снова 180 градусов и снова выпекаем до золотистого цвета коржей. Нам понадобится два таких коржа. Когда все такие коржи готовы, то мы их охлаждаем и переходим непосредственно к сборке нашего торта. На первый корж, где взбитые белки с крахмалом и вишней, мы выкладываем наш вишневый крем. Затем мы будем выкладывать корж, который с маковой начинкой. Выкладываем оставшийся крем на маковый корж и закрываем его коржом со взбитыми белками и вишней. Красоту эту будем декорировать растопленным шоколадом. Самое сложное дождаться, пока он настоится в холодильнике и стабилизируется хотя бы 4 часа, а лучше на ночь. Получается очень вкусный, необычный вишневый торт, который прекрасно гармонирует, в меру сладок, для настоящих любителей вишни и не только, который поразит вас своим кремом, начинкой и количеством слоев. Коржи мягкие, нежные и вкус просто восхитительный, очень сытный и подойдет для праздничного стола, хватает на большую компанию. Да, я еще фотографирую. Боже, цвет. У вас будут выпрашивать рецепт этого тортика. Подписывайтесь, сохраняйте, комментируйте. Ваша поддержка важна для меня и моего канала. Всем спасибо!